освобождения целой области оккупанты сделали очередной жест доброй воли. Россияне обвиняют генералов в предательстве своих. Точное попадание, ракетный удар в самое сердце космической программы РФ, взрывы и пожар на военном аэродроме. Вся наземная техника армии съехалась в столицу. Президент вышел к военным. В небо подняты десятки истребителей. Путин резко меняет курс и обещает строить демократию. Кремль отказался публиковать скандальное заявление. Захват территории сразу 3 стран, речь президента шокировала миллионы. Об этих и других событиях к вечеру субботы, 15 августа. Суббота – не повод пропустить главное. Собрали для вас все самое важное к этому часу. В эфире Нехта. Нихуя! На. Я прям слышал, как он летит. Нет, сейчас, все всполыхнуло. Мощная атака по стране-агрессору. В этот раз целью был не НПЗ и не склад. В эту ночь удар был нанесен в сердце космической программы России. Громкие взрывы гремели в Самаре. После них начался крупный пожар. Местный губернатор даже не пытался писать об обломках, а сразу заявил о ракетном ударе по неназванному промышленному предприятию. А вот что это был за завод, стало известно не сразу. Мониторинговые каналы сначала целью назвали завод «Авиатек», который связан с производством авиационного оборудования, ракетных компонентов и систем ПВО. Позже появилась версия, что под удар попало предприятие, где производят ракеты-носители и космические аппараты. Эту догадку подтвердили в Firepoint. Силы обороны Украины ракетами ФП-5 «Фламинго» поразили РКЦ «Прогресс» в Самаре. Сооснователь Firepoint Денис Штиллерман опубликовал многозначительное видео запуска «Фламинго» и репостнул сообщение о взрывах в Самаре. Ракетно-космический центр «Прогресс» из структуры Роскосмоса производит, возможно, теперь уже лучше сказать производил, в том числе ракеты-носители «Союз-2-1Б», а их используют для вывода на орбиту аппаратов спутникового интернета «Рассвет», который в России позиционируют как аналог Starlink. Еще одна ошеломительная новость. Похоже, у оккупантов в Днепропетровской области случился новый жест доброй воли. Украинские военные сообщают, что полностью вытеснили российские подразделения за административную границу региона. Военный с позывным «Балу» коротко написал: «Днепропетровская область освобождена». В Киеве об этом молчат, но факт уже подтвердили в Z-пабликах. Правда, они называют произошедшее временным выходом и винят собственное командование. По версии россиян, у армии не хватило резервов, а группировка «Восток» не смогла удержать участок фронта. Кто в этом виноват? Отвечаем: бестолковое командование нашего генштаба и непосредственно группировка войск «Восток». Причины: все имеющиеся резервы были переброшены на освобождение ДНР. Сам Балу формулировки противника высмеял, мол, не вышли, а получили. Не буду давать точной цитаты, в приличной версии это означает «получили по зубам». Так что легендарный жанр российского отступления по плану снова в деле. Но это не конец порции хороших новостей. Дальнобойные санкции Киева не ограничились на ударе по космическому центру в Самаре. Еще одной целью стал аэродром Саваслейка в Нижегородской области России. Тут также прогремели взрывы и вспыхнул пожар. На этом объекте базируются МиГи-31К, носители аэробаллистических ракет «Кинжал». Эти самолеты особенно ценны для России. Их серийное производство остановили еще в начале 90-х. Это уже не первая атака на аэродром. Прошлым летом Генштаб ВСУ заявлял о поражении там 2 российских самолетов. Что именно повреждено на этот раз, пока неизвестно. Но сильное зарево над базой уже попало на видео. Зато этот удар лично подтвердил Владимир Зеленский, как и атаку на центр «Прогресс» в Самаре. Надеюсь, вы сидите, потому что это сообщение способно повалить с ног многих. Путин собрался строить демократию. Правда, не один и не с Трампом, а с товарищем Кимом. С
Звучит это как готовая политическая сатира, но именно такую формулировку использовал Кремль в поздравлении лидеру КНДР с годовщиной освобождения страны от японской оккупации. Уверен, что мы и впредь будем продолжать конструктивную совместную работу по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня на благо российских и корейских народов в интересах построения более справедливого, по-настоящему демократического мирового порядка. Как там было у классика? «Свобода – это рабство, мир – это война». Похоже, они приняли роман Джорджа Оруэлла в качестве инструкции. Но тут есть нюанс. Телеграмму Путина Киму цитируют в Северной Корее, а вот на сайте Кремля ее пока нет. Неужели Песков забыл ее поставить или постеснялся? Заявления Лаврова кое-кого серьезно напугали. Только не Запад, а российский рынок акций. После его новых угроз и отказа даже обсуждать заморозку войны, индекс Мосбиржи рухнул на почти 4,5% за день. Это сильнейшее внутридневное падение с сентября 2022 года. За 3 дня рынок потерял уже более 8%. Как мы сообщали ранее, глава путинской дипломатии заявил, что Россия не согласится на прекращение войны по нынешней линии фронта, пригрозил Западу разрушением и пообещал еще более жесткие ответы на украинские атаки. Параллельно Москва отвергла идею и перемирия в Черном море. Инвесторы услышали одно: война будет долгой, а риски растут. Посмотрите, какое количество придурков. А вот на недавние слова Медведева о молодежи отреагировали в Думе. Выпад сделала депутат от КПРФ Нина Останина, и это уже похоже на бунт. Во-первых, считаю оскорбления в адрес нашей молодежи категорически недопустимыми. Наша молодежь замечательная, думающая, патриотичная. Очень странно, что лидер партии власти так уничижительно о ней отзывается. Но это не все. Далее коммунистка напомнила 60-летнему бывшему президенту, что придурками бывают не только молодые. Во-вторых, отдельные случаи проблем с мозгами есть в каждой возрастной страте, включая и зрелый возраст, и пенсионеров. На кого это Останина намекает? Было бы смешно, если бы не было так грустно. Россия снова ударила по украинским городам. В Запорожье повреждены гипермаркет «Эпицентр» и промышленное предприятие. А в Марганце Днепропетровской области российский беспилотник попал в многоэтажный дом. Там погиб 3-месячный мальчик. Еще 11 человек получили ранения. Среди них 2 детей 5 и 12 лет. 7 пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии. В Запорожском районе россияне атаковали комбайн во время уборки урожая прямо в поле. В результате 2 человека ранены. Ормузский пролив станет американским. Трамп сделал очередное громкое заявление, выступая на предвыборном митинге в Нью-Йорке. После того, как мы закончим разгром Ирана, довольно скоро я объявлю пролив территории Соединенных Штатов. Сейчас это международный морской путь между территориальными водами Ирана и Омана, через который до войны проходила примерно 1/5 часть мирового экспорта нефти. На фоне войны движение через пролив снова почти парализовано, а цены на бензин в США снова выросли. Но Трамп заявил, что американцам стоит потерпеть. Просто помните о том, что то, что мы делаем, это огромная услуга миру, а не только нам самим. И мы действительно делаем отличную работу. В Иране ответили насмешкой. Заместитель министра иностранных дел Исламской Республики Казем Гарибабади написал в соцсети X. Ормузский пролив нельзя захватить ни твитом, ни авианосцем, ни указом, ни предвыборной речью. Европа горит с новой силой, а стихия расширяет географию. Один из самых тяжелых пожаров сейчас бушует в Хорватии. После Омиша огонь добрался и до района Задара. Более 1000 местных жителей и туристов эвакуировали.
Серьезные пожары продолжаются также в Греции, Испании и Франции. В отдельных районах эвакуируют жителей и туристов. Огонь уничтожает леса, дома и инфраструктуру. Ситуацию осложняют жара, засуха и сильный ветер. Хорватские власти называют нынешние пожары одними из самых тяжелых за последние годы. И пока одни очаги удается локализовать, новые вспыхивают уже в других районах. Так что для юга Европы этот август все больше превращается в сезон огня. Польша отметила День вооруженных сил самым масштабным военным парадом в своей истории. По улицам Варшавы прошли около 2000 военнослужащих и более 300 единиц наземной техники. В небе показали около 60 самолетов и вертолетов. На земле поляки продемонстрировали танки «Абрамс» и «Леопард», системы «Хаймарс» и «Патриот», а также собственную технику, включая гаубицы «Краб» и бронетранспортеры «Росомаха». Отдельная морская часть прошла в Гдыне и Гданьске. В ней участвовали более 20 кораблей. В итоге праздник получился очень наглядным напоминанием о том, насколько серьезно Польша сейчас вкладывается в оборону. К параду присоединились и военные союзников по НАТО, в том числе из США, Франции, Литвы, Эстонии, Швеции, Румынии и Канады. А вот представителей Украины не пригласили снова. До 2018 года бойцы ВСУ участвовали в мероприятиях. День войска польского отмечается в годовщину Варшавской битвы 1920 года «Чудо на Висле». Тогда Польша остановила большевистскую Россию, но сделала это не в одиночку. Бок о бок с поляками сражались солдаты Украинской Народной Республики – украинцы. Они также получали ранения и погибали за Полишу, как и поляки. Также проливали свою кровь, чтобы это чудо на Висле стало возможным. Похоже, большая часть польских политиков эту часть истории подзабыла. Клев будет такой, что ты позабудешь про все на свете. Правда, эта история произошла не у Белой скалы и не у черных камней, а на Филиппинах. Тут улов внезапно решил дать сдачи. Осьминог вцепился в лицо рыбаку, сообщает The New York Post. Спастись удалось только с помощью палки. Рыбак начал отбиваться и в итоге отпустил добычу обратно в море. Позже он признался, что такого сопротивления от осьминога явно не ожидал. Иногда ужин действительно может отказаться от участия в меню. Спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо за лайки и комментарии. Увидимся утром.